Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Воды принеси, ребенка помыть надо. Ну, дай доесть хотя бы. Через Амур. Орудия и снаряды. Через Амур. Куда уставился? Тихо ты! Через Амур. Что делать будем? Николаев, август 45-го, убийство. Особый случай. Ну и что здесь особенного? В мужика разрядили 2 барабана из нагана. Ну, я так понимаю, в Николаеве в те месяцы убийств хватало? Николаев не Одесса. Относительно спокойно. Но вы правы, всплеск был. После войны посчитали, количество тяжких преступлений выросло в 2,5 раза. А расследовать приходилось новичкам. Опытных милиционеров почти не осталось. А для новичков каждое дело особенное. После появления вещдоков тем более. Каких вещдоков? Все там. Все там. Грызлов Николай Степанович, следователь. Это Гена Пахомов, монтер швейной фабрики. Он нас вызвал. Мы, граждане милиции, помогаем. Спасибо, конечно, но вы пока у себя посидели. Следствие тут. Ксения Сергеевна, Петр Петрович, день добрый. Какой же он добрый. Опять труп и опять огнестрел. Почему не отравить человека? Это какой за месяц? 5-й. Правда, убитые в большей степени все уголовники. Нам же меньше работы. На уголовника не похож? Да черт я знает. Лицо в кашу. Татуировки? Татуировок нет, кроме звезды. Но она явно армейская. Военная форма без знаков различия. Документов нет. 2 выстрела в тело, остальные в лицо. Обезобразить и затруднить опознание? Вам решать. Время смерти около 23:00. Какой решающей была пуля, скажу после вскрытия. Есть интересное. На плече убитого след от ношения оружия, пальцы в оружейной смазке. И не только. Чернила. Свежие и не очень. Сапоги в тени и грязи. На груди и штанах есть отпечаток обуви. Видимо, женской. Кровяной. Сначала ногой стала на грудь, пинала. Жив ли? Итак, коллеги, давайте дедуктировать. Сочетание улик. Убитый ходит по болотам, носит винтовку, открыто, много пишет. Похоже, наш брат, сельский милиционер. Возражений нет? Что еще? Все. Карманы пустые. Пустые? Не трогали? Нет. Их обыскивали. Не до конца заправлены. Где этот монтер, который нас вызвал? Пойдем потолкуем.
Я ничего не трогал. Я честный человек. Ребенка разбудите. А почему этот честный человек вызвал милицию аж через полчаса после убийства? Время смерти 23:00. Нам позвонили в 23:30. Да страшно стало. Я же не знаю, может, там еще кто был. Я выйду и... Так из окна же вид как на ладони. Не годится версия. Я не пустила. Мы тут на птичьих правах. Дом на снос аварийный. Выселят. А тут лучше, чем в бараке. Какое-никакое, а свое жилье. А во дворе никого не было. Только баба та. Напишите ее. Возраст, приметы. А это вон Генки. Он все ее приметы разглядел. По самое не могу. Ну, лет ей 25. Одета прилично. Но ничего такого я там не разглядел. Мы как выстрелы начались, сразу на пол упали. Если бы услышала, что мы тут, и нас бы застрелило. Вы сказали 25 лет. Это что вы, по ногам возраст определить можете? Этот может. Кобель тот еще. Ой, да ладно тебе. Молодая, точно. А к ногам у меня интерес тут, вот, с финской на деревяшке бегают. Угу. И все по бабам. Ушла как? Нормально. Это она сюда прибежала, а уходила спокойно. Значит, бежала от мужчины. Ну, как сказать? Она во двор вбежала, потом вроде бы как затихла. Шась сюда. Тут место неприметное. Значит, двор знала. Заманивала. Похоже. Ладно, Пахомов, а теперь про карманы. Я знаю, что это ты их обшарил. Сам скажешь, что нашел? Вот те крест. Не я. Хорошо, тогда пойдем официальным путем. Тимофей Ильич, я за ордером, а ты возьми участкового и понятых. Будет обыск. Как обыск? Нас же выселят. Ген, ну отдай им, что взял. Отдай. Ладно. Вот. Карточки. Мертвому все равно не нужны. Еще что? Еще удостоверение было. Но я его сжег. От греха подальше. Какое? Истребительный батальон. Какой-то Иванчук. Значит, нашего убили, из-под земли вырыли. Не знаю, товарищи. Не могу точно утверждать. Да как же так? Мы проверили по документам. Степан Иванчук, беспартийный, холостой, демобилизован по ранению. Уж полгода в Ястребках служит. Ваш? Похож, но лицо... Иванчук в Жовтневом районе служит. Да и раненый был в ногу. Вот, рана. Так это ножевая. А Иванчука снайпер немецкий подстрелил. Может, и не он? Не поручусь. Но неужели так сложно опознать тело? Шрамы, родинки. Ну, вы, Артем, тоже навряд ли рассматриваете своих коллег, у кого где какая родинка. А потом вы посмотрите. О, шрам-то не тот. Можно узнать в части, в госпитале. Как был ранен, куда. Можно. А еще проще у жены спросить. Да нет, делить запись на холст. Ну, знаете, в то время Артем на бумажке мало кто внимания обращал. Есть мужик, руки-ноги целы, и хорошо. И власть до 44-го года браки признавала по факту. Так что был он женат. Был. Ну, запросы все отправил. И в часть, и в госпиталь. Все отправил. Молодец, Тимофей Ильич. Гражданка Касатонова!
Где она? Давно? 2 дня. Я за хатой приглядаю. В Николаеве убит неизвестный. В него выстрелили много раз, изуродовав лицо до неузнаваемости. Свидетель, который вызвал милицию, признался. Украл из карманов погибшего хлебные карточки и удостоверение на имя Степана Иванчука, бойца истребительного батальона. Скорее всего, стреляла женщина. Из-за изуродованного лица командир отряда истребителей не смог опознать погибшего. Выяснилось, Иванчук жил с гражданской женой. Когда сыщики наведались к ней, дома ее не оказалось. Вы из милиции. По поводу рукоприкладства. Да, а вы можете что-то по этому поводу рассказать? Да дерьмо этот Иванчук. Вот что сказать. Вообще-то это не мое дело, но он кобель. Ну, а Настя ревнует. А он ее учит по мордасам. Не наговаривайте, Тамара Петровна. У нас со Степой все хорошо. Боюсь, не очень. Убили Степушку моего. Смотри, будто на ней. Точь-в-точь, как Пахомов описал. Из города приехала. Рубль за 100 даю. Она мужа пришила. Нет, ну вы совсем. К приличной женщине обыск. Так это ж вам спасибо. Наплели языком, а теперь меня вот в убийстве подозревают. Приехали. Так, прокуратура дала санкцию. Дело весьма серьезное. Человек приехал из Николаева. Где вы были эти 2 дня? К подруге ездила по делам. Имя, адрес, телефон. Маша Гагаркина, улица Гоголя, 2. Это район Садки. Проверим. Понедельник, 11 вечера. Где были? Не помню. По городу моталась. Николай Степанович. А? Смотрите. Ваши? Нет. Господи, да что ж я скрываю? Бабник он был. Кобелина лютый. Права, Тамара Петровна. Приперся? Ты дурная? Мог пристрелить тебя. Ты где пропадал? Дежурил. Я ж истребитель. Мучитель ты. У тебя засос на шее, самогонка несет. Что ж ты мучишь меня? Не нравится, уходи. Мне бабы найти. Тьфу. Как же так? Вы такая красавица. Что же ему еще надо было? У него пунктик был на это дело. Ему осколком в ногу шлепнуло, да так, что еще пару сантиметров и лишился б своего хозяйства. Так что ж трясся за этими бабами. Смотрите, что нашла. Погодите, это же как в деле этой, как ее, Маргариты... Кочерян. Стоп, а что за Кочерян? А, я вам сейчас найду. Сейчас. Вот. Девушка повесилась после группового изнасилования. У нее на груди было такое наколото. Клише. Что-то вроде формы для татуировки. Ну, вы знаете, в тюрьмах такое часто используется. Ну, у Кочерян помимо надписи еще были и травмы. Резали ножом непристойное изображение. А, да.
Ну, из-за этого и повесилась. Кстати, в тот год был найден еще один неопознанный женский труп, точно с такими вот шрамами. Ну, выходит, Иванчук имеет отношение к банде садистов. Вот тебе и боец-истребитель. Предупреждаем, картина не для слабонервных. Стёпа. Он. Подпишите протокол. Я могу идти? К сожалению, нет. Дело в том, что ваша подруга, у которой вы якобы гостили, неделю лежит в госпитале. Аппендицит. Вы нам врете. Вы думаете, это я его? Я его любила. Именно. Ревность – мотив. Следствию врете. Алиби нет. Доступ к оружию. Есть у меня алиби. Что вы имеете в виду? Очередная подружка? Баба Лида Семенихина. Она, в общем, плод вытравить. Аборт. Потому и молчали. Боялись тюрьмы. Ладно, проверим. Врет она. Знать не знаю. И никаких абортов я не делаю. Да как же так? Лидия Григорьевна, пожалейте, мне же за убийство посадят. Уходите, по милицию вызову. А мы кто? Бандиты. Ясно. Без ордера не войти. Все. Больше свидетелей у меня нет. Тимофей Ильич. Ну? Бабка же врет. Мы что, адвокаты, что ли? Я считаю, в КПЗ Касатонову надо. Дадим шанс. Есть еще один человек, который может ее опознать. Ну, как сказать? Я что все видел под другим углом. Ну вот, боты похожие. Я же говорил, запишем. А ноги не те. Извиняюсь, гражданка, у той были лучше. Стройные, моложе. Хорошие ноги. Не она. Подождите. Как это? Ботинки ее, а ноги не ее? Да. Могу я, наконец, на работу пойти? Вы просили проверить обувь Касатоновой? Следов крови нет. О, надо сразу изымать обувь, еще в хате. Затопталась кровь. Сравните. Это отпечаток со штанов. А это подошва касатоновских бот. На обуви с места убийства набойки на носках. Так что ищите другую пару. Легко сказать. Да только где же найти? Обувь-то самодельная. На вокзале будочник такие шьет. Из трофейных сапог. Себе присматривала, да дорого. Если хотите, я вам. Не надо. Не начинайте. Да. Это моя работа. Только теперь я артель, так что я дико извиняюсь. Да мы не за этим. Много таких пошили? Дюжины полторы, но это зимой. А сейчас я перешел на парусинку. Не желаете? А зря. Шик Европа. Да что там, в сапогах перетопчемся. Развернули НЭП, а? А что это у вас, заказы? Нет, это доска объявлений вроде. Молодежь друг другу пишет записочки. Напрямую боязно. Вот я у них и сижу, вроде ящика почтового.
А такие же ботиночки, только с набойками. Вспомните, кому продали? Вот такая набойка. Память у меня совсем дырявая стала. Да, эту набойку я поставил весной Верке Саниной. Она живет вон в том доме. Заглянем, девица? Нет, ну, зря пройдетесь. Она сейчас в госпитале. Санитарка или врач, я не понимаю. Санина Вера Игоревна, медсестра-санитарка Николаевского военного госпиталя. 1920 года рождения. Комсомолка, безупречный послужной список. Красивая. Главное, что по возрасту подходит под описание слесаря Пахомова. Не очень она похожа на хладнокровную убийцу. И какой мотив? Да нет, никакого Иванчука не знаю, можете проверить, тут такой не лежал. А что по поводу убийства? Когда, вы говорите, это произошло? Понедельник, 13-е. Ну, в тот день меня парень домой провожал. Как зовут, правда, не помню. Прицепился по дороге? Значит, у вас алиби нет? У меня? Я невиновна. Так и нечего волноваться. Проедемся, покажем вас одному человечку. Ботиночки ваши? Такие наследили на месте убийства. Запугиваете? Переодевайтесь. Не тяните, мы без вас не уйдем. Отвернитесь. Руки! Покажите. Не ваше дело. Вера, мы знаем, что это. Ладно. Любуйтесь, коль поймать бандитов не можете. Меня изнасиловали. Сама виновата. Возвращалась поздно. Срезала путь через сквер. Там в кусты затащили трое. Тебе на память, чтобы все твои кобели знали, кто ты. Если решишь перед мужиком раздеться. А к нам приходи, если захочешь. Мы не переборчивые. Сделаешь одну глупость, и вот такое на всю жизнь. Иванчук, а ты? Я случайно встретила, выследила и убила. Наган войну на рынке выменила. Почему не сообщила в милицию об изнасиловании? Да потому что стыдно перед людьми. Вы мужики, вам не понять. Козлы. В общем, я виновата. Везите меня в тюрьму. А где это было? Во дворе по Первой Слободской. В 11 вечера. Ну вот видите, знаю такие детали. Я убийца. Нас теперь, наверное, наградят. Или орден дадут, или отпуск. Вы чего больше хотите? Тимофей Ильич, убийцу-то мы поймали, а насильников не нашли. Гады какие. Повязать жертву молчанием через клейму. Я бы выбрал отпуск. Высплюсь. Не выспитесь. Лихо работаешь, Грызлов. Только дело не раскрыто. Сегодня ночью убит гражданин Онищенко. И что? А то, что 2 барабана в лицо. И эксперт пишет из того же оружия, что и ваша Вера. Якобы. Забирай дело, я дал команду. Ну, убийца же в тюрьме сидит, а? Созналась. Работайте. Значит, убивали вы таки в одиночку. Покажите, как? Я забежала и стала вот сюда.
Потом он зашел. Бац, бац, бац. Потом второй наган из сумки достала и в харе ему все выстрелила. Где ж те наганы, а? Обыскали квартиру, работу. Ничего. Выкинула вингул. Убедительно. Но есть одна загвоздка. Входное отверстие от пули у Иванчука в спине. Вы стоите тут. Молчите. Сообщника выгораживаешь? Или сообщницу? Еще такая же? Какая? Которую вы не защитили? Сыщики. До слова от меня больше не услышите, ясно? Молчит? Как рыба. Это что? Это по Иванчуку и Онищенко. Из одного села вместе учились. Онищенко – водитель на овощебазе. Человек положительный. В обыске ничего не дали. Однако же получил свои 14 пуль в лицо. Вряд ли за неаккуратное вождение. Это из госпиталя? Можно? Ваш запрос на Иванчука. Проходил лечение, ножевое ранение все-таки. Ох, ни черта себе. Что? Я, Минаева ЛК, главврач госпиталя номер 2217, считаю своим долгом рассказать об обстоятельствах ранения Иванчука СС, не вошедших в справку. Артем, сейчас мы тебя за Лидочку пометим. Насильник и бандит. Ясно, откуда у него этот пунктик? Остался последний вопрос. Зачем метил жертв? Месть. Жаль, его не дорезали тогда. У меня для вас подарочек. Поздравляю. Мы обскакали меркуловских оперов. Они по линии безопасности охотились, а мы раскрыли. Помните обыск у Иванчука? Деньги, карточки. Так вот, это фальшивки. Фальшивые деньги? Карточки. Самая твердая валюта. Продукты и товары по карточкам не были в диковинку для советского человека. Талоны в столовую, ордера на отрезы тканей и прочие разновидности безденежной торговли отменили на общесоюзном уровне только в 1935 году. А уже в 1939 нарком торговли ставил перед правительством вопрос о введении карточек на продукты. С началом войны введение карточек стало неизбежным. Единой системы и образца бланков не существовало. Все решалось на местах. Как правило, выдавали карточки нескольких типов – для рабочих, служащих, иждивенцев и так далее. Карточки в буквальном смысле были вопросом жизни и смерти. Утерянные или украденные не восстанавливали. А остаться без них означало голодную смерть. Карточки стали одной из главных целей карманников и уличных грабителей. Кроме того, карточки подделывали, ведь отпечатаны они были без каких-либо степеней защиты. Часто бланки крали даже с охраняемых фабрик госзнака. Подделки изготовлены типографским способом. И знаете, что еще? Краска на том штампе с иголками тоже типографская. Третий член банды связан с типографией. Эх, расцеловать бы вас, Ксения Сергеевна. Тимофей Ильич. Да начальство не одобрит. Спасибо вам. Огромное. Ну и сколько типографий работало в Николаеве к лету 45-го? Да немного. Областная, где печаталась «Южная правда», гарнизонная и несколько небольших ведомственных.
Ну, тогда задача простая. Найти ту, которая использует шрифт, как на карточках. Ну и прошерстить по цехам, кто мог выносить бланки, краску и печатные формы. Ну вот, со шрифтом как раз проблемы и возникли. Такого ни у одной типографии не было. В Николаеве убит боец истребительного батальона Степан Иванчук. В него выстрелили много раз. Погибший был насильником, состоял в банде садистов, которые за последнее время надругались, ограбили и изуродовали нескольких женщин. Одной из них оказалась медсестра военного госпиталя Вера Санина. Она сознается в убийстве Иванчука. Но после задержания девушки при похожих обстоятельствах был застрелен водитель овощебазы Онищенко. Сыщики подозревают, что он также был участником банды садистов. Во время обыска дома Иванчука нашли фальшивые хлебные карточки. Почему пришли к нам? Карточки мы печатаем, но учет строжайший. Сравните шрифт поддельных карточек с вот этим. Это немецкая листовка. Печаталась в ваших цехах в годы оккупации. Только, правда, немцы использовали свой набор из походной армейской типографии. Набор так и не был найден при освобождении, а сейчас он всплыл. Мы пришли к вам, потому что не хотим ставить под удар вас и коллектив. Но тут речь может идти о диверсии. И тогда этим займутся не сыщики угрозыска, а следователь товарища Меркулова. Так что я могу сделать? На выносе шрифтов, краски ловили кого-то. Ладно. Наборщик Ваня Сорока краску воровал. Жене жакет перекрасить. Позвать? Позвать. Лена, Сороку ко мне. Что? Плохие новости. Убили? Хворает дома. Чирье у него. Вынес флакончик и в тюрьму. Вон краску литрами разливают. Куртку отжать. Полтиража отпечатать можно. Формы печатные вынесли когда? Немецкие. Не понимаю, о чем вы. Вы же работали в типографии во время оккупации. Пришлось. 3 детей. Где семья? В деревне, у тещи. Тут жрать нечего. Я никакие формы не брал. Я ни в чем преступном не участвовал. Не понимаю, о чем вы? Тимофей Ильич, подойдите на минуту. Знакомые лица? Вы учились вместе с Иванчуком и Онищенко? После их видели? На базаре 1 раз столкнулись. Это все? Ладно. Гражданин Сорока, я предъявляю вам обвинение в подделке карточек и в соучастии в групповых изнасилованиях. Что? Карточки? И жил бы я вот в этой халупе. А насчет изнасилований, конечно, бабы шепчутся. Но не, я не участвовал. Не шейте липу. Липу? Вот Иванчук, а вот Онищенко. Убитые. Кем-то из ваших жертв. За насильниками охотятся. И ты следующий. Не понимаю, о чем вы? О, жрать нечего. А Марина стоит. Ого! Что тут? Явку с повинной оформите. Признаю. Немецкий шрифт. Нашел, припрятал на всякий случай. Ну а что еще? Деньги, ценности, оружие. Сорока, ну же, ну! Там, в бидончике золотишко кое-какое. Карточек нет. Все Иванчуку отдал.
Откуда сережки, сорока? С барышей купил? Или с барышень посрывал? Наменял. Иванчук меня на подделку карточек подбил. Я ему на пьянке шрифты показал. 100 бланков сделали, а потом он их отоваривал и менял на ценности. Моя доля. А насчет изнасилований товарищей, я не понимаю, о чем вы? Зато мы понимаем! Мы ведь не просто так эту витрину ювелирторга выложим. Грызлов. Пусть заходит. Елена Ашотовна, сестра Маргариты Кочерян. Узнаете что-нибудь из вещей? Вот это, ее сережки. Выдернули из ушей, когда изнасиловали. Это он? Это не я! Это не я! Карточки да, но не это! Маргарита Кочерян – первая жертва банды насильников, та, которая повесилась? Может, и не первая. Первая, после которой о банде в городе зашептались. Ну, реакция Сороки мне, в общем-то, понятна. Он боится расправы в тюрьме. Насильников там не жалуют, потому сознаются в другом, но не в изнасиловании. Ну да. Хотя за карточки проблемы у него куда серьезнее. Да ладно. За групповое изнасилование давали меньше, чем за карточки? Ну, статья УК, статья изнасилования, 5 лет лишения свободы. А по самому громкому делу с поддельными карточками трупе Окунева в Москве в 43-м из 5 приговоров 3 расстрела. Ну, тогда растолковать Сороке положение дел и прижать его как следует. Угу. Странные вы. Вызвали, не допрашиваете. Тебя другие допрашивать будут. Забирают тебя. Зря ты не захотел с нами откровенничать. Это куда? Кто у нас шпионами занимается? Да какой я шпион? Немецкий. Типографский станок чей? Вышка тебе светится за диверсию. Не забирайте. Прошу. Это не я, честно. Это Иванчук. На мертвого-то все можно свалить? Я дам показания. Изнасилование. Дам. Я не принимал участия. Только грабил. Ладно. Пиши. Спасибо, Ксения Сергеевна. Очень помогли. Не люблю такое. Нечестно. Так я пошла? Первый раз случилось это после пьянки. Я, Иванчук и Онищенко с училища кореша. Собрались у Онищенко, отметили, засиделись за полночь. Бабы захотелось, хоть вой. Иванчук подбил. У него клинило после ранения на этом деле. Подобрали одну, с Николаева возвращалась. Снасильничали. Иванчук написал у нее на спине «Похабень». Красота. Зачем это? За место цветов и конфет. Она запомнит на всю жизнь. И больше ни с кем не ляжет. Кто ее такую возьмет? Потом и тавро изготовили. Бац! И клейменная корова. Урок не шляйся, сиди дома. Слушай, хочешь тебе такое сделать? Ну и шутки у тебя. Неси краску, Сорока. Кололи не на видных местах, но так, чтобы уже без позора раздеться нельзя было. Некоторых потом видели, следили. Это возбуждало. Знаешь про бабу такое, что никто не узнает. Это все. Насиловали только тех, кто по ночам шастал. Как говорил Иванчук, гулящие. Лица прятали, естественно. Додавили? Красавцы. Передадите нашим, так сказать, коллегам. Уже звонят, спрашивают, где, мол, материалы на типографию немецкую. Не к ним.
Но вы же обещали. За содеянное нужно отвечать. Обманули, твари! А ведь обманули. Ты, Грызлов, мерехлюнди не разводи. Тем более признание есть, дело сделано. Не сделано. Убийца еще не найден. Пойдемте. Зачем привели? Хотим вам показать человека, убитого вашим сообщником. Не узнаю я его. И сообщника никакого нет. Хорошо. А вот этот вам известен? Сорока, печатник. У нас против него ничего нет. От всего отказывается. Если вы нам поможете, мы его посадим, ну, лет на 5 таки. Не узнаю. Ну что ж, хорошо, хорошо. Значит, сегодня выпустим Сороку на волю. Заверить, пожалуйста, Веру. Ну? Адрес Сороки втюхивал как мог ей. Я думаю, что увидела на все 100%. Дальше по плану. Руки убери! Че трясешься? Курить есть? За что сидим? Не твое дело. Не мое, точно. Я Любка, кстати. Высплюсь, завтра на волю. Ничего, мусоров на меня нет. На волю. Люба, а придашь кое-что ли? Не, я ни во что не влезаю. Ничего такого, клянусь. Адресок парню моему. Мать заболела, нужно лекарство купить. Да я не запомню. Черт, записать нечем, бумаги нет. Бумага не проблема. Меня теплую взяли с постели. А писать спички послюни. Кому передать-то? Обувнику в будке на вокзале. Через него многие передают. Не бойся, не поймают. Яковлев. Хорошо, Махаровская, а? Ночь в камере посидела, сведения вытянула и в отгульчик. А мы 3-й день здесь караулим, да не придет он. Санина была уверена, а значит, канал связи устойчивый. Извиняюсь, для меня записки нет. За труды. Фамилия? Яковлев. Руки. Что, бандиты, что ли? Граждане, помогите! Сука! Стой! Пустили. Да как же так? Найдем, верняк. Смотри, это фронтовая почта. В общей неразберихе начала войны фронтовая почта была чуть ли не единственным исключением. Систему создали в сжатые сроки. Работала она как часы, доставляя письма и посылки быстрее, чем это было в мирное время. Ежемесячно с фронта и на передовую шло 70 миллионов писем, а всего за годы войны около 6 миллиардов.
Из-за нехватки конвертов ввели формат писем-треугольников. Лист складывался и заворачивался без клея, таким образом, чтобы его могла проверить военная цензура. Солдатская почта была бесплатной. Вместо марок ставили штемпель «Письмо красноармейца». Обратный адрес – номер полевой почты. На этот номер писали и родные. Вот смотрите, пишут однополчане своему раненому товарищу. Здорово, Андрей. Мы бьем врага. Дальше здесь что-то замарано. Вероятно, место проведения боев. Работа цензуры. Так, коллег валим пачками. Не хватает такого Лермонтова, как ты. Слышали о твоей беде. Выше нос. Мы еще повоюем. Однополчане. Какая-то белиберда. Это жаргон летчиков. Коллега – это Ю-87. Крылья как изломанные. Лермонтов – одиночный ночной охотник. Как правило, очень хороший истребитель. Так, Яковлев, если фамилия настоящая. Летчик. Угу. А адрес получателя зашифрован? Легко расшифровали. Это местный госпиталь. Там, где Санина работала. Был ли у вас некий Яковлев? Яковлев? Конечно, помню. Зовут Миша. Капитан. Дважды у нас лежал. Такая трагедия. Почему дважды? Первый раз с фронта привезли. Это его родной город. Перелом был сложный, но мы его на ноги быстро поставили. Жениться хотел, но невесту его бандиты убили. И его порезали. У нас лежал. Вот мотив. Адрес есть? Телефон. Он часто звонил Верочке Саниной. Она его выхаживала. Давайте. Сейчас посмотрю. Выясни адрес. Есть. Хорошо. И возьми с собой пару ребят покрепче. Видимо, мы имеем дело с метким стрелком. Пора сажать этого истребителя на землю. Есть. Не дергайся, Яковлев. Отлетался. Нашли таки. А ты думал, иначе будет? Ну, раз нашли, спрашивайте. Да нам почти все известно. Этих людей ты порешил? Это не люди. Ну ладно, руки-то пусти. Ну, рассказывай, как так случилось, что летчик-истребитель в бандита превратился? Я сяду? Все случилось год назад. Загулялся с Аней, невестой. Кино, вино, поцелуи. Я вскоре на фронт отправлялся, и тут нас поймали эти твари. Смотри, сокол, любуйся. На память вам подарочек от меня. На долгую и счастливую жизнь. Или ты думал, только тебе можно? Ее обесчестили. Я не мальчик, на фронте всякое видел, но это звери хуже фашистов. Очнулся в госпитале, там все и узнал. Аня моя наложила на себя руки. Тоже хотел. Полетать решил? Меня здесь больше ничего не держит. Вранье. 3 человека держит, с которыми тебе надо поговорить. По-мужски. Про невесту твою. Откуда знаешь, что их 3 было? Один хромой, со шрамом в паху, наколка на груди. 2 железными зубами. 3 болезненный, худой, в очках. Знаешь, откуда? Слезай. Поговорить надо. Как будем мстить. Не знаю. Как их найти?
на живца. Я приманка, ты охотник. Будем чистить всех подряд. Грабители, насильники, один черт. Ты же истребитель. Вот тебе и работка. Истреблять нечисть. Так как Санина узнала про вашу невесту? Да я проболтался. Бредил. И много истребили. Мало. Недостаточно. Смотрите. Фамилии, схемы. Что это? Рабочая тетрадь. На насильников было сложно выйти, пришлось много тварей расспросить. Еще хромого, звезда на груди, наколка. Знаешь такого? Вспоминай среди своих блатных дружков. Знаю, только это не блатной. Это мент. Сельский, из Константиновки. Отпустите меня. Что, не нравится? Ты же этого хотела. Как нашли Иванчука и выяснили, что он скоро будет в городе, сделай так, чтобы он за тобой пошел. Хорошо. На Первой Слободской есть тупиковый двор. Развалины никто не живет. Я стану в переулке, он не выйдет. Я хотел его порешить, а вот Вера... Давай уедем. Остановимся. Ты что? Бросить их? Они же с тобой такое сделали. И еще с кем-то сделают. Да пусть их ловят другие, я не хочу так больше. Да он же тебя искалечил, подонок. Он искалечил, а ты меня вылечил, Яковлев. Ну что ты смотришь на меня? У них яд в сердце, а у нас нет. Мы не такие, мы другие. Ты что, до сих пор не понял? Люблю я тебя. Знаю, что презираешь меня. Да нет. Нет, не презираю. Преклоняюсь. Ты красивая и сильная. Давай уедем. Да не могу я его оставить. Ну пусть признается, вызови милицию. Да он наврет. А нас посадят. Ну хорошо. Я обещаю, что не буду убивать. Подстрелим, выпытаем, где остальные и сдадим в милицию. И сами уедем. Уедем на край света. Но все вышло иначе. Лежать! Скажешь, как остальных найти, умрешь быстро. А вот если нет, кровью захлебнешься, о смерти умолять будешь. Ну! Да пошел ты! Ты же мне обещал. Да вот, собственно, и все. На второго насильника как вышли? Случайно. Увидел на базаре, выследил. Решил еще хорошо. Веру выпустят, подумают, что убийца на свободе, значит, не она. На работу ей не звонил и ждал записку в будке. Наш резервный канал связи. Что мне будет? Ничего хорошего. Или вышка, или лагерь. Судимость, клеймо на всю жизнь. В этой жизни вообще мало чего хорошего. Но я хоть плохого чуточку почистил. Не жалею, командир, веришь?
высшие полеты вышел. Саниной дали 10 лет лагерей, а Яковлеву расстрел. Но, правда, потом заменили на ту же 10. За Яковлева весь полк просил. И в чем заключается ирония судьбы? Через неделю после вынесения приговора вот так на живца стали ловить бандитов на улице, переодетые оперативники и офицеры вооруженных сил. Ну, тогда началась ликвидация преступности на улицах. Обидно. Те герои, а Яковлев преступник. Ну, Артем, закон есть закон, или ты на его стороне, или нет. А они встретились? Яковлев и Санина? Конечно. И прожили остаток жизни в Николаеве. Яковлева все называли с уважением истребитель. И не только за боевые подвиги.